Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня вместе с Оксаной ежегодный совместник, посвященный Дню космонавтики. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Ссылка на канал Оксаны, как всегда, в конечной заставке. Проходите, смотрите, что же Оксана раскрасила. В прошлом году мы уже устраивали такой совместник. Ну и решили в этом году тоже повторить. Тему космоса я очень люблю во всех ее проявлениях. Сейчас я покажу, какие я раскраски для себя выбрала, хотя тема космоса наверняка затрагивается и в других моих раскрасках, но это то, что вот первое я сняла с полки, где хочется пораскрашивать. Но не факт, что я задействую их все, потому что в связи со всякими вот этими ситуациями приходится спасать видео, загружать их на съемный диск, переносить на другие платформы, хотя YouTube всегда останется основной. К другим у меня вообще не лежит душа, но на всякий случай, как вы понимаете, потому что у меня почти 3000 видео, и это огромная часть моей жизни, и мне будет очень обидно, что, если что-то пропадет. К тому же снимать видео за долгие годы вошло в мою привычку, и я тоже без этого не смогу. А есть еще другие дела, основная работа, домашние дела. Поэтому, конечно, мне хотелось начать снимать этот совместник круто заранее и раскрасить как можно больше, но вот не получается. К тому же в том году я очень много вложила физических и душевных сил, сняла, я считаю, без ложной скромности, очень интересный ролик, но всегда бывает так, что когда ты снимаешь на отвали, видео набирает вообще иной раз по 3-4 тысячи просмотров, а ролик, в который ты вложила всю свою душу, набирает 100 просмотров. Ну да ладно, давайте приступим. Во-первых, не во-первых, а то, что первое лежит, это удивительные цветы. Здесь есть иллюстрация. Вот такая, я понимаю, что она относится к космосу вроде как. Вот. У меня такое бывает, что начинаешь путать, но вроде как, да. Кстати, вот такие закладочки у меня есть. Вот эта иллюстрация хотелось бы раскрасить. Также у меня есть научпоп раскраска «Космос». Здесь у меня была в прошлом году раскрашена вот эта иллюстрация. Мне нравится, как она получилась. Здесь я, видите, использовала эти блестки луч. Я вспоминала, как мы гуляли в Питере в Пулковской обсерватории. Кстати, очень советую ее посетить. Это совершенно потрясающее место. Я в прошлом своем совместнике, в своем видео, я добавляла фотки с той прогулки. У меня они есть и в Инстаграме, и, по-моему, видео на канале есть. Так что советую посмотреть. Еще здесь раскрашена вот эта иллюстрация. Она мне тоже нравится. Здесь я раскрашивала, и не помню, по-моему, детской акварелью. Но здесь в целом-то можно считать односторонними. Но мне жалко, потому что здесь и текст, а я эту тему очень люблю. И когда я только приобрела ее, вот я здесь маркерами раскрасила, потому что с обратной стороны тут уже такая информация, незначительная, тираж и прочее, поэтому я даже считаю, что я ее украсила. Вот. Тоже понравилось, как получилось. Если бы она была не на склейке, да, там, а на пружинке, вернее, даже не на пружинке, а вот на вот этой штучке, можно было купить две и сделать одну. Вот.
Здесь я, правда, не выбрала иллюстрацию, но вот у меня раскрашено, как я вам показала, 3. Все остальное не раскрашено, я просто выберу. И, конечно же, волшебные раскраски «Космос». На эту тему это первая моя раскраска была. Сначала я ее, одну купила и раскрашивала, вторую купила в запас. Ну, а потом вот мне пришла идея, когда появились уже маркеры, я 2 соединила в одну, и как бы вот... То есть вот это можно раскрасить, а вот это будет потом впоследствии склеено. Здесь вот раскрашивать, тут вот будет впоследствии склеено, потому что вот здесь было фломастерами раскрашено, а это я планирую уже по-нормальному маркерами, тут вот маркерами. Ну, короче, вы меня поняли. И тоже какую-нибудь, наверное, выберу иллюстрацию. Я немного охладела к раскраскам по номерам сейчас, но это вообще для меня очень дорога раскраска. Я вообще эту серию люблю. Она невероятно такая добрая, атмосферная. Ну, тема космоса это вообще добавляет ей ценности. Ну и потом у меня есть, в будущем некоторые планы, поэтому как-то так. В общем, все буду показывать. Я не знаю, буду делать включения или же не буду эти включения делать. По обстоятельствам на самом деле, потому что нужно, к сожалению, именно побыстрее снять. Я решила все-таки начать с раскраски по номерам «Космос». Не знаю, захотелось мне как-то. Подобрала для себя уже маркеры. Это которые не мазали, а вот вторые. Тач, чего-то такое. 22 номер, 71, 17, потом 83, 53 взяла, 66, 48 и 10. Я как-то сильно прям не подбирала, не очень заморачивалась. Так, начну вот, например, отсюда. Это у нас розовый, такой светло-розовый. Я уже купила держатель и начало видео сняла, как всегда, с привычного ракурса. А раскрашивание на камеру я решила поснимать уже вот с этого ракурса, потому что, вы знаете, мне понравилось. И всякая перебивочка такая. Я немножко пораскрашиваю на камеру, чисто такое вот включение. Кстати, подводят маркеры. Хотя не могу сказать, что я вот этим цветом как-то много красила. Может быть, я даже сейчас возьму и другой какой-то цвет. Потому что начинает подводить. Мне это не очень-то нравится, естественно. Так, здесь еще есть вот такой вот цвет. Сейчас посмотрим. Не знаю, поэтому как-то я сейчас уже сделала эти двойные раскраски под маркеры, а сейчас так все больше смотрю, а надо оно вообще, эти маркеры-то. Потому что такой разовый продукт, скажем так, посмотрим, пока вот этих всяких полно, и на мелочевку на всякую, а там уже буду решать. По крайней мере, не знаю, наверное, пока есть эти раскраски, придется покупать, возможно, потому что, вот у меня к ним такое трепетное отношение, хочется их. У меня вот даже раскраска «Мир вокруг нас», я ее тоже очень люблю. Жаль, что там многое фломастерами раскрашено, но я ее уже и не стала делать односторонней, я объясняла, потому что там уже слишком много было раскрашено. А с другой стороны, может купить
Не знаю. Посмотрим. В общем, как-то так. Значит, пока будет этот розовый. Вот этот значок, это темно-розовый. Давайте-ка попробуем, как оно там. Я в любом случае подкладываю что-нибудь, потому что с той стороны ничего ценного нет. Но если пропечатается через несколько листочков, по закону подлости, будет уже не весело. Я себе заварила цикорий вот в такой питерской кружке. Она с двух сторон здесь. Вот. И форма у нее интересная. Ну, надеюсь, вам видно, потому что я в данный момент не особо вижу, что происходит. Телефон как бы выше. Вот. Ну, а так-то, конечно, все ровненько получается, хорошо. Я не старалась подобрать прям цвет в цвет, потому что, в общем-то, здесь нам просто рекомендуют. Здесь нет никакой реалистичности, поэтому это допустимо. Ну, то есть, если я подберу цвет в цвет, это не сделает из иллюстрации какой-то шедевр. Так, теперь вот этот, ну, синие, как всегда, нас подводят. Ну, по крайней мере, у меня так они прям очень все синие, голубые расходуются. И я, кстати, на, к примеру, односторонних уже раскрасках я вообще использую там сухую пастель, тому подобное. Это ни капли не портит иллюстрацию, наоборот. Но здесь все-таки я хочу уже, раз сделала одностороннюю, значит, все. Надо как-то уже красить маркерами. Ну вот синий, я вижу, начинает подводить. Но это еще, кстати, не только потому, что часто используется, это еще и особенность самого пигмента синего. К сожалению. Я рассказывала, что даже синие ткани, особенно вот такие яркие, они режутся гораздо лучше. То есть пигмент очень едкий, но не знаю, видимо, он как-то вот как-то так. Ну вот, кстати, вот это меня еще сейчас и отталкивает во всех раскрасках по номерам. Ерунда с маркерами совсем. И вроде как и... Ну вот сейчас, если, например, заказать на Валберес, вот сию секунду не придет, и даже завтра не придет. Я очень, скажем так, сильно не надеюсь. Потому что сейчас, когда подключили всех ИПшников, желающих, ассортимент увеличился, но, как мы понимаем, сроки стали прям возрастать доставки. И вроде в Москве, в Питере обычно всегда быстро доставляют, но нет, сейчас все довольно-таки долго. Давайте зеленым пройдусь. Ну, зеленые тоже у меня постоянно в ходу. Так, где здесь сердечки? Я вот их так сразу не вижу. Сейчас я закрою, наверное. Да, вот стала закрывать и сразу же увидела. Нет, я не специально, это так и есть. А здесь-то, то есть получается зеленого-то только...
Так, голубой. Это Baby Blue. Ну, я так посмотрела, что на этой иллюстрации голубого не так много требуется и синего. Не в огромных масштабах. Ух ты, а здесь даже получается, ну, есть отличия, но не сильные. Вот, это хорошо. Ну ладно. Цвет очень красивый. Ну и нормально пока раскрашивает. И давайте сразу с вами на камеру возьмем желтый. Ну, желтых в наборе много, если что. Это смайлик. Попробую вот здесь. Красивый цвет. Люблю такой. Но это даже как получается шафран. Я буду раскрашивать. Я вообще, если не уверена в маркере, то я раскрашиваю как-нибудь, знаете, симметрично. То есть, чтобы если маркер заканчивался, то все раскрашено было симметрично, и за счет этого можно будет, например, взять какой-нибудь другой оттенок и продолжить раскрашивать. И будет выглядеть так, ну, как будто это задумано так. Ну, то есть, вот, например, я сейчас здесь раскрасила, теперь я, к примеру, раскрашу вот здесь. То есть, опять же, если он начнет подводить, я эти две детали по-любому закрашу. Ну, хотя хорошо так напитан маркер, но имеется в виду, что все равно вот то уже остальное можно другим цветом, и будет, ну, как будто, правда, так и задумала. Я так и с фломастерами поступаю, но с фломастерами проще, потому что я уже для себя, скажем, выбрала определенную марку фломастеров. Ну, в основном это у меня, как вы знаете, фломастеры от марки «Каждый день». Кстати, почему-то 24 цвета я в Ашане не вижу. Ну, может быть, конкретно в этом и конкретно сейчас, но что-то напряженка с ними стала. 12, по-моему, лежат. Ну, я думаю, что сейчас на другие праздники они ориентируются, поэтому потом уже к сборам к школе все появится. Вот. Ну, то есть, вот видите, да, как я симметрично раскрашиваю. Так что моя задача сейчас все это доделать. И потом посмотрю, какой еще рисунок. Но вот честно, мне хочется и того космонавта в удивительных цветах раскрасить. Но при этом мне очень хочется также задействовать раскраску космос. И хочется что-нибудь такое посерьезнее взять. Не знаю. Но вряд ли успею, потому что дел очень много. И получается, что их все и не отложишь. Раскрасила я иллюстрацию. Синие маркеры меня подводят. Вот, и я решила взять вот этот. Ну, правда, этот нормальный. Я решила взять вот этот, один из первых, который мне был подарен еще года 2 назад. Ну, 2020 года, короче, когда весной сидели дома. Где-то так. И я думала, честно говоря, что он, наверное, высох, еще что-то. Ничего подобного. Вот прекрасно меня выручил по большей степени. Ну, а сначала я так вот в хаотичном порядке пораскрашивала другими. Вот. Но, правда, я сейчас, знаете что, вот этим, вот тут закрашу, вот тут, вот, чтобы было ровненько, потому что, ну...
ложится, скажем так, не идеально, но прилично и довольно хорошо напитан. Вот. А кто знает, может быть, я сейчас и вот здесь пройдусь. Но в целом все вот раскрашено. Ну вот, я прошлась маркером, где и собиралась, так что мне нравится, как получилось. Все-таки в любом случае маркерами раскрашивать такие иллюстрации гораздо более правильно. Вот. А здесь, по-моему, у меня фломастерами, кстати, но, видимо, поскольку вот это мне не понравилось, как раскрашено, я, в общем, так решила сделать. А с этой стороны, видите, как та страничка, которая будет заклеена, как забавно получилось. Вот. В научпоп раскраске решила выбрать вот эту иллюстрацию. Буду раскрашивать акварелью и маркерами металлик. Ну и вспомнила, что у меня есть вот такая вот салфетка. И еще это я покупала в том году, а в этом году я еще покупала упаковочную бумагу такую. Тоже имеется. Короче, буду сейчас раскрашивать, и, как всегда, детской акварелью, вот, потому что, дабы не попортить обратную сторону сильно. Вот тут у меня всякая акварель, возьму вот эту луч, но на всякий случай возьму еще вот эту достану. Нет, эту я пока, нет, точно достану. Возможно, мне потребуется вот это. Это гамма, я ее не очень люблю, но здесь вот эти перламутровые, пусть они и не такие крутые, как луч, но просто цвета есть интересные. Ну и достану непосредственно луч. Тут вот у меня, видите, много разных вариантов. Я, наверное, приготовлю вот эту палитру, потому что здесь все цвета, которые есть, мне нужны. Так, и что еще я хотела? Я хочу взять вот эту вот коробочку. Здесь у меня акварель в кюветках, но, понятно, не вся, как вы знаете. Минутку. Здесь у меня лежит вот это вот серебряное, и тоже может пригодиться. Дораскрашивала иллюстрацию. Сейчас получше покажу, как получилось. Я, кстати, по большей степени раскрашивала акварелью гамма, дабы ее тоже поизрасходовать. И также использовала еще маркеры, которые вот из Fix Price. Блестки луч, а вот здесь вот, ну, луч по контуру, а тут еще вот из акварели луч серебро и золото. Золото как-то вообще забивает, хотя вот я вижу, вот тут вот добавлено, но больше серебра добавлено. Этот контур из геля, он высохнет, будет менее выпуклым, но все равно будет иметь фактуру. Я так люблю делать. Ну, как-то так получилось. Возможно, еще на звездочке я добавлю гелевую ручку, но пока тут еще сам гель не высох, нужно подождать, потому что я попыталась добавить сейчас вот ручку, но сюда пару раз задела, короче, не очень-то это удобно. Воды я лила много, как никогда много, поэтому немножко протекло, но здесь как раз-таки не страшно, потому что впоследствии, наверное, это будет раскрашено, вот, и не будет видно, ну или будет весьма актуально. Вот. Так что в этом совместнике я раскрасила 2 иллюстрации, ну, хорошо хоть так. Ну, вот здесь еще, наверное, нужно, может быть, да, это я маркер пробовала, перламутра, да, ой, этого, как его, господи, пастели добавить.
Ну или карандашом и немножко белой ручкой пройтись. В общем, как-то так. Возможно, нужно было где-то еще поразмывать, не знаю. Тут у меня все расплывалось как-то в хаотичном порядке, и меня это, в общем-то, устраивает. Ну, а результаты покажу в конце месяца. Ну, имеется в виду, если я что-то доделаю, то вы увидите. Честно скажу, не знаю. Так вот, я сегодня задумалась, я не знаю, будут ли еще какие-то результаты, имеется в виду, что, может быть, это в конце месяца будет заключительное видео, может быть, пока не знаю, не уверена, но просто если с Ютубом что-то произойдет, то я не знаю. То есть еще при раскладе, что я бы спасла бы все свои видео, успела бы скачать, то, может быть, что-то и было бы. А тут не знаю, потому что... Ладно, посмотрим, не будем загадывать. В любом случае, в конце месяца я точно сниму видео, и пока еще поснимаю, а там будет видно. Вообще все в каком это формате будет. Потому что я создала группу ВКонтакте, но я уже через 10 минут попыталась ее удалить. Оказалось, что теперь это сделать невозможно. Раньше спокойно можно удалять было группы, а теперь нельзя. А я прикол в том, что уже запустила перенос туда видео. Я просто до последнего момента не хотела создавать группу. И потом уже, конечно, пожалела, потому что я хочу все-таки переносить видео на свою страничку. Ну, у меня есть группы, но они не связаны как бы с Ютубом. И я их уже, в принципе, не веду. Мне это сейчас не интересно. Ладно, если это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 8. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.